Мы в Шереметьево, аэропорте имени Александра Сергеевича Пушкина, на стоянке 85 Дельта, бизнес-перронового терминала А. Мне предстоит рассказать о процедурах подготовки Cessna C750 Citation X от FlightFX от темного и холодного состояния до взлета. Постараюсь сделать это максимально подробно. Итак, к делу. Мы в самолете. Занимаем левое кресло. Все процедуры выполняем согласно указанных источников. Осматриваем предохранители слева и справа, со стороны второго пилота. Проверяем давление кислорода. Оно должно быть в пределах от 1600 до 1950 psi на манометрах экипажа и пассажиров. Проверяем, что радио выводится в гарнитуру, а не в кислородную маску. Проверяем красный тумблер DC Load Shed, который должен быть в положении норм. Проверяем положение рычага управления шасси, он должен быть, разумеется, в положении Down. Проверяем стояночный тормоз, который должен быть включен, а рычаг вытянут вверх. Переводим тумблер Standby Power в положение тест. Загорается зеленый индикатор, который не должен гаснуть в течение 20 секунд. В это время переводим тумблер Emergency Light в положение ARM. Вылетаем днем, в светлое время суток, поэтому отключаем освещение кабины поворотом ручек EL и Flood Lights, а также ручек и Auxiliary Panel Lights и Map Lights слева от кресла КВС и ручки Map Lights справа от кресла второго пилота. Подключаем батареи, переводя тумблеры BAT1 и BAT2 в положение ON. На этом этапе уже, скорее всего, прошло 20 секунд. Переводим тумблер Standby Power в положение ON. Поднимаемся немного выше и проверяем, зафиксирован ли Standby гироскоп. Он должен быть в положении Uncaged, то есть расфиксирован. Если это не так, то мы увидим красный флажок, говорящий о фиксации. Переходим к панели Avionics Power и запускаем систему ECAS переводом соответствующего тумблера. Переходим на пьедестал и запускаем согласование ARS, переводя ручки обеих систем в положение NAV. При этом должны загореться индикаторы Align. Подключаем внешнее питание, если оно нам доступно при помощи тумблера Extension GPU на панели перед левым креслом. Или запускаем ВСУ, которая на этом самолете жрет не очень много топлива, не более 130 кг в час. Я обычно использую ее. Пока ARS согласовываются, экономим это время, занимая его другими процедурами. Переходим к панели Lights и включаем освещение киля тумблером Tail Flat. На киле указан наш регистрационный номер, чтобы наземным службам было проще идентифицировать наш самолет. Включаем навигационные огни тумблером NAV. Для запуска ВСУ сначала перемещаемся к панели Fuel Boost перед левым креслом и проверяем, что тумблер LH Fuel Boost находится в положении норм. Перемещаемся к панели управления ВСУ, которая расположена со стороны правого кресла. Тумблер APU Master переводим в положение ON. Жмем кнопку APU Test до звукового сигнала. Если сигнал прозвучал, отпускаем и двигаемся дальше. Тумблер APU Generator переводим в положение ON. Проверяем напряжение батареи, которое должно быть не менее 22 вольт. Поднимаем тумблер APU Start в положение Start. Он автоматически опустится в положение Norm после индикации APU Relay Engaged. Наблюдаем за увеличением оборотов ВСУ и температуры выпуска EGT. При достижении установившегося режима проверяем ток, потребляемый самолетом. Амперметр на Земле должен показывать ток не более 400 ампер. Затем можем подключить отбор воздуха от ВСУ тумблером Bleed Air в положение ON для кондиционирования салона и кабины. Если хотим, чтобы кабина прогрелась побыстрее, можем щелкнуть тумблером VMAX Boost на панели наддува кабины. Других действий для работы системы кондиционирования обычно не требуется. Система обычно настроена на поддержание температуры в салоне и кабине на уровне 23-24 градусов Цельсия. О системе кондиционирования, возможно, расскажу когда-нибудь потом. Если до этого у нас было подключено внешнее питание, то можем его отключать. Переходим к панели DC Power и переводим тумблер Extension Power в положение Off.
Чтобы не забыть физически отключить внешний источник питания, переходим к планшету EFB, переходим на вкладку Ground Services и убираем галочку. Здесь же убираем защитные колпачки с приемников полного давления, которые часто еще называют трубки ПИТО, и приемников статического давления. Убираем чехлы двигателей. Итак, ВСУ запущено, самолет имеет нормальное питание электричеством, а РС, скорее всего, еще согласовывается, поэтому можем перейти к выполнению Rotary Test. Находим на пьедестале ручку «Тест» и крутим ее поочередно из положения OFF в любом направлении, проверяя срабатывание тех или иных предупреждений. Сейчас я это сделаю только для ознакомления, так как с пояснением это займет приличное количество времени, а делать это большинство виртуальных пилотов все равно не будут. Перемещаемся к панели Avionics Power и включаем тумблер авионики слева от ИКАС в положение ON. Наблюдаем, как включается PFD. Переходим к радиопанели и убеждаемся, что ответчик включен в режим TA Only. Если нет, переключаем. Переходим к любой FMS и проверяем актуальность навигационных баз. Если в строках Active NDB цикл баз указан белым шрифтом, то все окей. Если красным, базы устарели и, скорее всего, FMS не даст ввести вам полетный план. То есть до обновления баз вы никуда не полетите, во всяком случае по приборам. MSFS 2024 обновляет навигационные базы маленькими минорными обновлениями. И если вы не используете сторонний AIRAC, то базы почти всегда будут актуальными. Но сторонний AIRAC обычно, конечно же, точнее. Если ARS уже согласовались, нажимаем на RSK4, в которой на белом поле написано Position и Need. Проверяем, что в верхней и нижней строке указаны одинаковые координаты и нажимаем на RSK1 или RSK3. Поднимаемся к козырьку к панели автопилота и проверяем, что Yaw-дампер и M-Trim включены. Вообще, в некоторых источниках говорится о том, что Yaw-дампер на взлете и посадке должен быть отключен, так как может помешать пилотированию на этих этапах. Но в процедурах, описанных в руководстве от FlightFX, он остается включенным при взлете. Оставим. У меня проблем, связанных с его работой, пока не возникало. Переходим к пьедесталу и проверяем отсутствие триммирования. Ромбик в центре – нулевое положение. Квадраты показывают триммирование. Передний для крена, задний для рыскания. Триммирование элеронов осуществляется рычажком. Руля направления – ручкой. Переходим к панели Fuel. Проверяем, что тумблер и центр Wind Transfer находятся в положении Norm. Тумблер Gravity Flow находится в положении Off. Ручка CrossFit находится также в положении Off. Можем читать чек-лист Origination Check. Documentation – Checked. Circuit Breakers – Checked. Fire Extinguishing – CP. Это странное место в чек-листе, так как речь идет о проверке огнетушителя, который должен находиться под правым креслом. На FC750 FlightFX его почему-то не завезли. Ну да ладно. Мы проверили, что его нет. Checked. Oxygen Pressure. Checked. Emergency Lights. Checked. Standby Power. Test On-Off. Disallow Shed. Emergency Power. Checked. Avionics ICAS Standby. Checked. Parking Brake On. FMS Initialized. Trim. Checked Set. RGC Yaw-damper. Checked Set. Rotary Test Complete. Fuel Transfer Suite. Checked. Air Conditioning Establish. Можем загружать самолет. Для этого нам нужно открыть дверь салона и багажного отсека. Переходим к планшету, переходим в раздел Ground Services и ставим галочки в Main Door и Luggage Door. Теперь пассажиры и топливо. Переходим в планшете в раздел Weights и либо вручную указываем все необходимые данные, либо нажимаем магическую кнопку Import from SimBrief. Если, конечно, до этого в настройках вы указали свой SimBrief ID и создали свой план полета на этом замечательном ресурсе. После загрузки данных проверяем все значения и, если нас все устраивает, подтверждаем загрузку нажатием кнопки Apply. Во FlightFX C750 загрузка происходит моментально. Во всяком случае, я не нашел, как сделать ее протяженной во времени. Но после этого желательно проверить количество топлива на борту, оно должно совпадать с тем, что мы вводили в планшет. Для этого взглянем на дисплей ИКАС. Окей, загрузились, переходим к FMS. Вспоминаем, что выполнили инициализацию позиции FMS, можем переходить к полетному плану, нажав кнопку FPL. Можем забивать его вручную, но кто так делает век продвинутых технологий?
О том, как вносить план вручную, я, возможно, расскажу как-нибудь в другой раз. Сегодня пользуемся автоматизацией. Для этого жмем кнопку Nav под дисплеем FMS, переходим в раздел Nav Index. Здесь выбираем кнопкой RSK1 пункт SimBrief, и я надеюсь, что вы уже внесли свой SimBrief ID в поле LSK1. Запрашиваем полетный план выбором пункта Flight Plan Recall, нажатием кнопки RSK4. После загрузки данных FMS автоматически перейдет в раздел Active Flight Plan. Нужно его проверить. Для этого переходим к MFD. Слева от PFD ищем кнопку MFD Map, которая позволяет просмотреть весь маршрут. Листаем маршрут кнопками Escape и вперед. И RCL назад. Проверяем, что план построен нормально, без разрывов и точек в Австралии. Ну вот, начало положено, мы можем слушать и читать данные ETIAS и запрашивать разрешение на вылет. Идем в правую FMS, нажимаем кнопку Nav, выбираем пункт Tune, вводим в скретчпаде частоту ETIAS и вводим ее в поле COM1 кнопкой LSK2. Слушаем и записываем нужную нам информацию. Код информации, рабочая полоса на вылет, схема выхода, высота первоначального набора, давление аэропорта, эшелон перехода, данные о ветре на полосе, температура воздуха. Вводим частоту Delivery в COM1. Запрашиваем Шереметьево Delivery для разрешения на вылет в Тюмень. Предположим, что вылет нам разрешили. В работе полоса 24 центральная, для которой обычно в нашем направлении схема вылета All 3 Hotel. Высота первоначального набора 4000 футов. Код ответчика нам выдали 5233. И выдали нам частоту руления, с которым мы будем работать дальше. Можем сразу, пока не забыли, забить в COM1 новую полученную частоту для связи. Набираем на скретчпаде, вводим кнопку LSK2. И также нам нужно ввести код ответчика. Для этого здесь же перейдем на страницу 2 и введем полученный от диспетчера код в поле XPDR. Возвращаемся к левой FMS. У нас должен быть открыт раздел Active Flight Plan. Кнопкой LSK4 выбираем пункт Departure. Затем выбираем рабочую полосу, нас автоматически перенесет в подраздел SIDS, где мы должны выбрать схему выхода, а затем выбрать пункт Activate. В некоторых аэропортах еще будет нужно выбрать транзит, но о транзитах тоже как-нибудь потом или в других видео на YouTube. Вот схема прибытия, пока опустим. Я предпочитаю вводить ее при вылете. Но это не обязательно. Можно сделать это уже позже, на круизной высоте перед точкой расчетного снижения. Теперь нам нужно установить высотомеры. Переходим к PFD и ручкой выставляем нужное нам давление в основной пилотажный прибор. Далее переходим к стендбай высотомеру. Я обычно на нем устанавливаю давление QFE на уровне аэропорта. Делается это просто. Крутим ручку, пока высотомер не будет показывать 0. Этим удобно пользоваться при выполнении процедур по снижению шума. Высотомер будет показывать нам высоту над аэропортом. Кстати, запомните значение QFE, оно нам еще понадобится. Далее рассчитываем взлетные параметры, для этого возвращаемся к левой FMS, нажимаем кнопку Perf и попадаем в раздел Performance Index. Выбираем подраздел Performance Init и кнопкой Next переходим на страницу 2. Выбираем, если нужно, режимы набора высоты и круиза. Переходим на страницу 3, вводим в поле Transition Altitude эшелон перехода. Вводим в поле Init Cruise Altitude круизный эшелон. Переходим на страницу 4 и запрашиваем данные о загрузке выбором пункта Sync и FB. Проверяем полученные данные, количество пассажиров, количество топлива на борту. Массу багажа и взлетную массу. Подтверждаем ввод данных выбором пункта Confirm Init. FMS переходит в раздел Performance Data, где мы можем проверить требуемое расчетное количество топлива и на второй странице расчетный остаток в пункте назначения. Выбираем пункт Take-Off и переходим в соответствующий раздел, где нам нужно ввести данные о температуре в поле OAT, данные о ветре в поле Wind
Давление на высоте аэродрома, так называемое QFE в поле P-Alt, B-Set. Также проверяем расчетную полосу, взлетный курс и возвышение полосы над уровнем моря. Обычно эти данные отлично загружаются из баз данных, но в целом их можно скорректировать. Помните, мы настраивали стендбай высотомер? Так вот здесь его давление должно совпадать с полем B-Set, а число в поле Elevation должно примерно совпадать с высотой, которую показывает высотомер PFD. Переходим на следующую страницу и выбираем состояние нашей полосы, сухая или на ней присутствуют осадки. Переходим на страницу 3 и выбираем, будем ли мы пользоваться системой антиобледенения и в каком положении закрылок будем осуществлять взлет. Подтверждаем выбранные значения, выбрав пункт Confirm Init, и FMS переходит в раздел Takeoff Data, где на первой странице мы можем проверить данные о взлетном весе, длине полосы и требуемой длине полосы для взлета. На следующей странице мы можем посмотреть взлетные скорости. V1 – 128 узлов, V-Rotate – 130 и V2 – 134 узла. Проверяем, что все наши пассажиры зашли на борт. Да, все на месте. Можем даже провести для пассажиров предполетный брифинг. Переходим к планшету и указываем наземным службам, что нам необходимо закрыть двери. Переходим к панели Source Controllers и обязательно нажимаем на кнопку FMS. На PFD при этом загорится, скорее всего, пурпурная надпись FMS 2. Нажимаем еще раз, чтобы загорелась надпись FMS 1. Затем нажимаем на панели управления автопилотом кнопку NAV. При этом на PFD появится перекрестие Flight Director. По показаниям дисплея и CAS проверяем баланс топлива, так как ВСУ при работе потребляет его только из левого крылевого бака, а дисбаланс между крылевыми топливными баками не должен превышать 180 кг. Как я уже говорил, ВСУ потребляет около 130 кг в час, а мы обычно должны все успевать сильно быстрее, чем за час. Скорее всего, недопустимого баланса нет, а если есть, то о топливной системе подробнее тоже как-нибудь в другой раз. Идем к панели Pressurization и настраиваем систему наддува кабины. Для этого ручкой Альфа выставляем высоту нашего круизного эшелона. Проверяем, что тумблер Alt Selection в положении норм. Включаем на панели Lights табло «Пристегните ремни и не курить», тумблером переведя его в положение Pass Safety. Для Citation X мы, как симмеры, будем выбирать стоянки бизнес-перронов, и в подавляющем большинстве случаев эти стоянки позволяют выполнять руление без выталкивания, то есть используя только свою тягу, не задействуя тягач наземных служб. Именно поэтому я здесь опущу процедуру выталкивания и буду рассматривать дальнейший процесс с запуском на стоянке. Но сначала читаем чек-лист Engine Start Check. Parking Brake Set и CAS предупреждений нет. Checked. ARS Align No Flux. Standby Gyro Uncaged. Altimeters Set. Clearance Briefed. Flight Directors Set. FMS Programmed. Fuel Quantity Balance Checked. Pressurization Checked. После чек-листа обязательно запрашиваем запуск двигателя у диспетчера руления. Будем считать, что запуск на стоянке нам разрешили. Готовимся к нему. На панели Lights включаем мигающие красные огни Ground Recognition, которые предупреждают наземные службы о запуске двигателей. Проверяем положение клапана Pack Isolation, он должен быть закрыт. Переходим к CAS, проверяем количество масла и гидравлической жидкости и отсутствие критических предупреждений в виде сообщений янтарного или красного цвета. Теперь нам нужно перевести CAS в режим мониторинга работы двигателей. Для этого нажимаем на кнопку Engine. Нам будет нужен показатель давления воздуха, отбираемого от ВСУ. Оно должно быть не менее чем 30 psi. Если значение зеленого цвета, значит все в порядке. На панели Engine Start перед левым креслом нажимаем кнопку запуска правого двигателя и смотрим на панель состояния двигателей. Ждем, пока показатель N2 будет больше, чем 10%. После этого переводим рычаг управления правого двигателя в положение малый газ. После чего дожидаемся стабилизации ITT, N1 и N2. На ECAS выбираем режим норм и проверяем давление в гидравлической системе Bravo. Зеленое значение сигнализирует о том, что оно в норме. Давление и температура масла, которые тоже должны быть в зеленой зоне.
Нажимаем кнопку запуска левого двигателя, дожидаемся N2 более 10%. Переводим рычаг управления левым двигателем в малый газ. Дожидаемся стабилизации ITT, N1 и N2. Проверяем давление в гидравлической системе альфа. Вновь проверяем давление и температуру масла. Отлично, все в норме. Проверяем подключение генераторов двигателя на панели DC Power. Тумблеры RH Gen и LH Gen должны быть в переднем положении. Возвращаемся к ECAS и переходим в раздел Fuel Hydraulics. Проверяем, что все показатели зеленого цвета. Далее в раздел Electrical, все также в норме. Переходим в раздел Control Position на ECAS и проверяем работу управляющих плоскостей. Крен полностью вправо, полностью влево. Тангаж полностью на себя, полностью от себя. Рыскание полностью вправо, полностью влево. Интерцепторы полностью выпущены, полностью убраны. Переходим к планшету в раздел Ground Services и просим наземные службы убрать тормозные колодки. Переходим поближе к правому MFD, панели управления ВСУ и панели отбора воздуха. На правом MFD выбираем режим ECAS Systems и раздел Engine. Видим показатель давления воздуха, который должен быть зеленого цвета. Сейчас его создает ВСУ. На панели управления ВСУ отключаем отбор воздуха от ВСУ тумблером APU Bleed Switch. Проверяем, что давление снизилось, но не равно нулю. Сейчас давление создает правый двигатель. Переводим ручку Right Engine Air в положение Off. Проверяем, что давление упало до нуля или чуть выше. Открываем клапан Pack Isolation. Проверяем, что давление снова увеличилось. Сейчас его создает левый двигатель. Переводим ручку Left Engine Air в положение Off и проверяем, что давление снова упало до нуля. Возвращаем ручку Left Engine Air в положение HPLP и проверяем давление. Закрываем клапан Pack Isolation. Возвращаем ручку Right Engine Air в положение HPLP и проверяем давление. Подключаем отбор воздуха от ВСУ тумблером APU Bleed Switch. Выбираем нужные режимы работы правого MFD. Я обычно выставляю себе режим отображения вертикального профиля и трафика. Не подключаю на правом MFD Terrain радар, так как обычно использую на правом MFD погодный. Но все это следует делать в зависимости от ситуации и своих пожеланий. Переходим к панели управления автопилотом и армируем, то есть подготавливаем режимы NAV, VNAV и Flight Level Change. При помощи волшебного винтика Alt устанавливаем высоту первоначального набора. При помощи не менее волшебного винтика устанавливаем взлетный курс, на всякий случай. Проверяем автомат тяги, он включается кнопкой ATS на соответствующей панели. Нам он пока не нужен. Переходим к панели Anti-Ice и включаем все, что нам нужно для этого полета. Обогрев приемников полного и статического давления включается обязательно. Тумблер Wings X-Over в штатном режиме должен быть установлен в режим Norm. Подробнее о работе противообледенительных систем тоже как-нибудь в следующий раз. Отлично, теперь можем читать чек-лист Doors Closed, Ready to Start. Pack Isolation Valve Closed, APU Bleed Air On, Ground Recognition Lights On, Passenger Safety On, Start Pressure 30 PSI, Right Engine Start, Hydraulics Checked, Left Engine Start, Generators Checked, Flight Controls Free Correct, Speed Brakes Checked, Anti-Ice Checked, Wings Over Off, Exponder TA Array. Радар TCAS еще не включен, и держим это в памяти, так как TA Array включается на предварительном. Так как излучение радара вредно для персонала, и оно может помешать работе наземных систем наблюдения аэропорта. Не знаю, почему в чек-листе от FlightFX этот пункт находится здесь. Супер, готово к рублению, но нужно получить разрешение. Будем считать, что нам выдали маршрут руления к полосе 24 центральная по перрону.
РД Альфа-1, Новембр 11 и Браво 7. Глянем на управление механизацией и убедимся, что закрылки и предкрылки полностью убраны. Приведем их во взлетное положение только на подходе к предварительному старту. Проверим управление реверсом, оба тумблера Thrust Reverser должны быть в положении норм. Включаем опознавательные огни, рекомендовано держать их включенными во время любого движения самолета. Включаем магнит Taxi тумблером на пьедестале. Проверяем работу носовой стойки шасси. Особенно удобно это делать в темное время суток, так как Taxi огни установлены на стойке и по направлению их лучей прекрасно видно поворот. Удерживаем педали тормозов. Отключаем стояночный тормоз, опустив рычаг вниз. Отпускаем педали тормозов, немного добавляем газ. После начала движения вновь нажимаем педали тормозов, проверяя систему. Отлично, тормоза работают, можем продолжать движение. Проверяем, что управляющие поверхности не заблокированы, для чего подаем штурвал вправо, влево, вперед, назад. Проверяем работоспособность интерцепторов. Начинаем приводить механизацию во взлетное положение. Переводим закрылки в положение 15. Именно такое было выбрано в ФМС. Выставляем триммирование стабилизатора во взлетное положение. Можем проверять его по указателю на ИКАС. Стрелка триммирования должна быть в середине зеленой зоны. На РД Новембр 11 диспетчер руления передаст нас диспетчеру вышки. Выдаст для работы частоту, например, 131,5. В правый ФМС забиваем ее в COM1 и выходим на связь. Допустим, нам разрешили дальнейшее движение к предварительному старту полосы 24 центральная. Читаем чек-лист Taxi Check. Passenger Briefing Complete. Thrust Reverses Checked. Flaps Selected. Trim 0, 0, Set. V-Speeds Set at V1. V-Rotate. V2. Take-off Briefing Complete. Убираем газ, останавливаемся на предварительном и ждем разрешения занять полосу. При этом можем установить стояночный тормоз. После получения разрешения на занятие исполнительного старта включаем противоколлизионные огни тумблером Ground Recognition Anti-Collision. Можем выключить подсветку регистрационного номера тумблером Tail Flat. Включаем посадочные огни. Можем выключить огни Taxi. Переходим к радиопанели, включаем транспондер и TCAS в режим TA-Array. Убираем стояночный тормоз, добавляем газ и рулим на полосу. Читаем чек-лист Cleared for Takeoff. Lights Set, Exponder TA-Array, Anti-Ice Window Pitted On,
ECAS checked. На ECAS не должно быть никаких сообщений, кроме белых. Для остановки на исполнительном старте удерживаем педали тормоза. На полосе использовать стояночный тормоз нельзя. Получаем разрешение на взлет и частоту для связи с радаром. Устанавливаем частоту для связи с радаром в COM1, правый FMS. Включаем погодный радар ручкой Raider на центральном пьедестале, переведя ее в положение VX. Запускаем хронометр кнопкой ET слева от PFD. Увеличиваем тягу N1 порядка 40%. Контролируем ECAS. Газ в положении take-off. Удерживаем осевую линию полосы. — 70 узлов. V1, V-Rotate. Тянем штурвал на себя до угла тангажа 10-13 градусов. Positive Rate, Gear Up. Переводим рычаг управления шасси в положение Up. Стараемся выдерживать скорость V2 плюс 10-20 узлов для соблюдения процедуры снижения шума NIDP-1. Набираем 800 футов над аэродромом, переводим газ в положение Climb, немного опускаем нос для удержания скорости V2 плюс 10-20 узлов. Докладываем диспетчеру радара о взлете. Получаем новую высоту набора. Продолжаем набор до высоты 3000 футов, управляя самолетом по флайт-директорам. Набрав 3000 футов, можем убирать механизацию. Делаем это поэтапно, следя за скоростью. Последний этап – уборка предкрылков должен произойти на скорости 170 узлов или выше. Включаем автомат тяги, включаем автопилот, убеждаемся, что он взял пилотирование на себя, и мы движемся по заданной в FMS траектории. Читаем чек-лист Auto Take-Off Check. Gear Up, Flaps Up, Climb Thrust Set, Taxi Light Off. Дальше нас ждет набор высоты и полет к пункту назначения. Всем мягких облачков и спасибо за ваше время. На сегодня все.